Итак, ребят, всем привет. Всем привет. До нас доехала коробка ребят из Combat Crew с их МТЗ-82. Мы уже первично все немножко подраскидали. Вот сейчас давайте вокруг нее обойдем, посмотрим. Лешка нам скажет все моменты и тонкости какие-то. Далее мы уже все болты-крышки открутили. Посмотрим, что внутри. Парочку сюрпризов там интересных есть. Так, у ребят в серии вы видели до этого то, что с той стороны у них на валу гайка приварена, с этой стороны все вроде более-менее норм. Проблема в том, что все болты зализаны. То есть сейчас вот Лешка крутил, пытался открутить этот болт, еле ключ подобрал. Здесь у нас тоже вот все зализано. Кощунский, вандальный, я не знаю, каким-то первобытным На самом деле, Ром, я тебя способом. перебью по поводу вот этого. Очень многие заваривают это, потому что вот этот шплинт расшплинтовывается. Если они будут кабину ставить нового образца, то крышку КПП придется менять. Да, потому что у другой кабины, у кабины нового образца, там идет рычаг сбоку. Вот на нашем горелом покажем, это рычаг сбоку. Да, здесь непонятно, какое масло было использовано в карабас. Видимо, лили какую-то отработку с двигателя. Это все вот горелое мясо. О, мясо. Кушать Масло. хочешь? Кушать Да, хочешь? да. Это у нас горелое масло. Все разбито, все пластины ходят. Здесь все набито, все это под замену. Ага, Снимаем олень, смотрим. Все вилки хорошие, ага. но все разбито. Тут вот погнуто все. Ну, в общем, да, тут Ни одной нормальной шестеренки я не нашел. Все слизаны на всех валах. на всех валах. С Вот обоих смотри, сторон. вот здесь вот, да, как? Да. Вот тут вот видно. Вот здесь вот очень сильно. С этой стороны не все так важно. Дальше ниже проходим. Задняя передача. Дальше смотрим вот на это место. Здесь на самом деле убиты все подшипники. Все То есть подшипники, да. везде Если включить две передачи и крутить вал, любой. люфты адские. Давай не две, давай одну включим. Сейчас вот вытокни. Получается, валы идут на перекос. Да, и тут аж подзакусывает. То есть Да, втулка вот, ходит. вот. Хотя это все сам притянуто, вал собрано. Тоже ходит вот так вот. Он не должен, потому что он стопорится с другой Давай. стороны болтом. Вот здесь вообще вот так вот все. По поводу сюрпризов. Подшипники, да, вообще убиты. Вот это все здесь. Вот это, да. Дальше смотри. Нашли вот здесь вот. Да. Вот найдено было в Далее, если карабасе. копнуть поглубже, сейчас я загребу. Ошметки герметика, Герметик, здесь сепаратор же был сепаратор. от подшипника. Ну вот что-то упало, там Да, стукнуло да, по да. кирпичику. А вот он, кстати, погоди. Вот металлические элементы. Нас еще, знаете, какой момент насторожил? У самого корпуса получается так, то, что болты некоторые, вот они прям вылетали. То есть здесь резьбы нет. То есть это не Резьбы то, что просажены. было, да, прикручено. Это резьбы были просажены. Но это самая такая уставшая, наверное, коробка, которую мы вообще когда-либо видели. То есть понятно, что он очень... Причем ее перебирали уже. Вот этот корпус, он мененный подшипник. Да, корпус подшипника замененный. На самом деле вот эти МТЗ-шные стопоры очень уже приелись и раздражают. Который без ушек, да? Да, особенно когда, например, ставишь дополнительную шестерню на ходоуменьшитель. Да, там надо снять в двенашке, в Там коробке надо. скрытый стопор, Уметь такие вещи делать пальцами. после которых тебе твоя девушка скажет спасибо, да? Да. На самом деле я неправильно последовательно все это делаю, но нам сейчас это без разницы. Задача главное отмыть сейчас, дефектануть, посмотреть, что мы можем сделать, и максимально все в заводском исполнении собрать. То есть компоненты все будем использовать по возможности заводские. Все, валик вышел. Вилка, Вилочка. все, она кончилась. До свидания, да. Она уже даже в минус, Она да, мне будет кажется, не довключать она, будет. она уже в минус работала, не то, что она... Можно вот эту снять на самом деле? Сейчас все снимем. Просто без этого, без порядка. Так, ребят, ну мы чуть-чуть поколдовал, Алексей тут уже подраскидал, давайте смотреть. Так, нам пришлось прибегнуть к съемнику. Сняли понижающий редуктор, шестерню. Или не сняли? Сняли. Сняли. Сейчас я по ней ударю. Ага. Ага, все сошло. Дальше нам надо выкрутить штифт, который держит вал. Ага. Вот здесь он находится.
Ты его выколотил уже? Да, вот он лежит. Ага, Это был ты не его- штифт, это просто болт. Это был просто болт. Так мы его ставим в сборе. Корпус, да, уже вынимали. У нас почему-то вот здесь не выходил, Леш, какая проблема была. Ага. Вот здесь стоит штифт, который Ага. сейчас вытащили. Это у нас. Так вот стоит. Вот этот вал нам надо выбить в ту сторону. Если выпадет этот подшипник Ага. крайний, это будет очень хорошо. Давай попробуем. А у нас вот в эту шестерню не упрется? Упрется, но он, если свободен, то он выпадет. Что-то амортизирует. Да вот, шестерня упирается. А стопорное кольцо? Вот это вот, может, стопорное снимем? Отлично. Вот тут вот. Его менять же или не менять? Его менять в любом случае. Ну. А вот у нас что-то снялось. Вытаскивай. Ага. Пошло дело. Так, я ложу по тому же порядку. Ага. Пипец. Пипец. Так, в общем, с горем пополам там сняли стопорное кольцо одно. Сейчас пробуем дальше вышибать. Нам подшипник надо выбить. Все. Вышло. У Лехи малышка, у тебя какой диск? 150? 150. Погнали. Сейчас, Алексей. Все. На сколько здесь ключик? На Дымит. 55? Ключик на 8 не подать? О, Леша принес два Биг Босса. Ты монтажку-то взял? Нет. 65 великоват. Можно за каждым так ходить, да? 55 то, что ли? Оно самое? Должно быть. Нет, Представляешь? Нет, это 56. Ну, на 60, наверное, да? Не Получается. знаю, наверное. Я таких-то 55 Ну, я не видел. газовый взял, если что, ключ. Все пошло. Все, победа. Ага. 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 Ну что, мы сейчас тогда помучаемся, снимем эти подшипники, и нам останется одна только шестерня, и все это будет отправляться в мойку. Да, вот смотрите, обратите внимание. Сейчас. Вот это вот лопнуло, Где? вот, обойма. Ага. Потому что пытались выкрутить опорными болтами. Ну, это не самое страшное, на самом деле, Да, Лех. мы все равно будем менять посадочные места, все равно надо поменять. Ну. Все. Ага. Все, там тоже. Вот его разбило. Сейчас я покажу, это стопорный палец. Вот он был. И вот, Вот его вот разбило. так он и бил, да. Ага. Ну ладно. Так, а мы сейчас вынули стакан и поняли, почему так легко у нас тут снялся Я вал. сейчас Да. покажу, как это Здесь было. Смотри. гайка потерялась. Вот этот вал у нас был здесь. Так точно. Вот так вот он был. И вот та И вот гайка, эта гайка она сюда была вот тут. поворачивается, да. Да. Она должна быть зашплинтована. Но, Ну, как видите, вот она. увы. Сейчас, погоди, фокус поймаем. Да, вот она гаечка. То есть я вал выдернул просто с руки, Да, не снимая. Лех, ты мощный просто Стакан. парень. Так, ну все, На друзья, самом деле дальше мы уже... можем разбить просто или болгарку разрезать, на основном под замену. И вал под замену, чтобы не мучиться. Ну, Сейчас я прям болгарку надрежу. ну и все. Все бы снимались так подшипники. Да? Вот так вот. Угу. А это потом все снимем, если потребуется. Это шестерня под замену, это шестерня под замену. Какая? Обе. Угу. Все, корпус разобран. Сейчас он отправляется в мойку. Так, ребят, у нас дошли руки до корпуса сцепления. Здесь все очень печально, на самом Вот с деле. их замечательного МТЗ-82, который сейчас у ребят в проекте.
Да, я тут маленько подразобрал все. Вал. Ну давай показывать. Вал вилок сцепления с такой выработкой. Сейчас. Ага. Отводка сама. Она на самом деле нормальная, даже не шумит, ничего. То есть ее недавно меняли. Да, вилки еще на самом деле живые, им ничего не будет. Ну, уже, да, большое расстояние, тут люд большой будет. Дальше корпус. Корпус как корпус нормальный. Ну, корпус там замет подшипника, да? Да. Ушатана здесь шлицевая вся. Здесь тоже сейчас поближе покажу. Здесь вот видно. Вот выработка на шестерне. Из этого останется только вот сама крышка. Вот шестеренка привода насоса. Нормальная. Это шестеренка привода гидравлического насоса. Она стоит вот здесь вот. Это гидробак. Да, То есть тут забор идет, Также гидравлика работает. Выколотили оттуда ось. Ну, ось как ось, она нормальная. Ничего с ней. Тут нам осталось только нижний вал снять. Здесь Лёшка раскидал. Самопальный болтик такой. Ну, ничего страшного, да? В принципе. Ну да. И Так. так сойдет, как говорится. Снял я корпус отводки. Ага. Смотрим, что здесь у нас. А у нас здесь все посыпалось. Стой, подожди, дай поближе. Здесь вон видно, потереби их. Ну вот видно. Все это железное. Все это вот Да, там развалился. крошки от подшипников. Там развалился подшипник. Вот да. сами шарики, видишь? Вот Ага, да. сколы, вот они сколы валяются все там. Все сколы там. Кронштейн уже, корпус был уже разбитый. То есть отколотый. Кололин. Внутренняя обойма осталась здесь. Даже на внутренней обойме все Набито. набито, все наезжено. Ну, кстати, а вот сам шестерня нет, вроде. все на выкид. Опа, Лех, поехал что-то. Давай, Давай, газуй. держи. Держи завал. Да, ага. Иди сам держи, я покручу. Давай. Давай. Ага. Все, открутилось. Кто там? С обоймой. Так, спокойно. Вот он. Вот он. Такое ощущение, как будто здесь вода была, да? Ну да. Эмульсия, да? Как ее, смотри, расплющила. Да не расплющила, погнула. ее съела. И поточила, да? Да. Так, ну что, тебе помочь корпус, да, закинуть? Килограмм 100, наверное. Да каких 100? Больше, наверное. Больше? Так, Муфта. это у нас муфта. Ну, она, кстати, вроде тоже норм. Ничего не страшного. Да. Там вилки стирались, они. Вилочки. Смотри, какой налет. Ну, Видишь? да. О, жижа. Отмывать это все не переотмывать. Так, ну это у нас привод получается ВОМа. Смотри, опа, игольчатый посыпался. Да. Но он посыпался, потому что там ось выбили. Я Вот бы здесь тоже. что-то подъело, но Но это вообще не критично. Да, не критично. Здесь поменять игольчатый и обычный подшипник поменять. Ну, раскидать это, да. Кто знает, что это за валик? Я знаю, Лех. И это не потому, что ты сказал. Но это валик переключения оборотов ВОМ. Да? Так, ну вот, собственно, и все. Остался у нас один подшипник, но есть вопросы к посадочным местам, да? Да, будем Посадочные смотреть. надо проверять, смотреть на новых подшипниках, как это все тут будет. Вот Алешкины труды. Тут все он отмыл. Все чисто. Молодец, Леха. Ну тут тоже вопрос по посадочным местам подшипников. Небольшое количество запчастей. И эти запчасти у нас для коробки переключения передач трактора МТЗ-82. Здесь у нас корпус сцепления голенький и уже не совсем голенький корпус КПП. И мы приступили к сборке. Так, Да. хотим сразу сказать, что у нас не все детали есть пока, Да, Леш, мы поэтому ждем мы... одну да. шестерню для увеличения хода. Не для уменьшения, а для увеличения. Но всех То есть, секретов мы не будем Да, раскрывать. Это уже ребята, если сочтут нужным, Да, скажут шестерни сами. заводские, вот они все в консерванте. Да, мы вот видим запчасти в сборе, которые заводские. Да, это завод, это все в маслице, вот это все заводское. Так, у в ребят была маслице. коробка с рычагом переключения передач по центру. Мы его ставим новый. Теперь будет у них рычаг сбоку. Мгм. Как уже на современных Да, как на тракторах. современных. То есть не между ног теребить, а сбоку теребить. Крышка управления редуктором новая. Ага. Вот ответная шестерня Угу. задней передачи. Все это вот видно, что это заводские запчасти.
С клеймом? Да, все клеймы стоят. Ну, все. Вот. ОТК. ОТК. Ну, в общем, коробка будет бодрая. Ну и что, ребят, хочется подвести итог работы Алексея, нашей работы, нашей компании. Перед тем, как смотреть на что-то новое, посмотрим на старые детали, и Алексей даст нам свои комментарии. Вот это целый ящик у нас того, что мы заменили. Ну, в общем, по большому счету, ребят, это все металлолом. Все новое, все заводское, то есть по максимуму использовались детали именно заводские. Мы понимаем, под какие цели, и вообще с ребятами на связи, понимаем, под какие цели и для чего собирается этот проект. И поэтому использовали максимально большое количество запасных частей заводских. Каких-то деталей, честно говоря, у нас там не было в наличии на складе. Об этих шестеренках ребят, наверное, вам сами расскажут. Но у нас их не было, мы их заказывали, ждали, и это немножко растягивался. Это все оставляем в таком виде, потому что будем отправлять транспортной компании, крышку не ставим. Так просто накинули. Ну да, чтобы немножко нам просто сократить объем, чтобы рычаги не торчали. Здесь, собственно, все стаканы, все корпуса подшипников, все новые, подшипники все новые, все стопорные кольца новые, все уплотнения резиновые тоже новые. Игольчатый подшипник новый, старый там рассыпанный лежит. Муфты новые, все шестеренки новые. Так, далее мы меняем крышку КПП, потому что они заказали другую кабину. Но я это не стал как бы говорить. Ну ладно, да. Заказали другую кабину, у которой будет рычаг крышка сбоку. КПП заводская новая. Все шестеренки смазаны, все новые. Ну, подшипники да, все ну, новые, тут гайки видно. все новые. Метизы все подобранные. Все тоже новое. 8,8, да. Все новое. Ты тут стопор поставил, да? Здесь стопор стоит. Ага. Здесь шестеренка поменялась, эта шестеренка поменялась. Мгм. Здесь шестерни понижающего редуктора были, мы их повысили. То есть вот это на самом деле другая Ну ты шестерня. оставь просто ребятам перевернута, да. что-то рассказать тоже. Плюс по деталям, по запчастям здесь вот такие вот списки фигурируют. То есть прям вот по много. 52 позиции, 24 позиции, 3 позиции. В общем, мы старались. Ну что, Алексей, скажи, что тебе было тяжелее всего? Да И на самом какие деле вообще тяжело сложности всё. были? Тяжело было ждать все это. Ага. Потому что здесь на самом деле последовательность. Сначала собирается шестерня заднего ухода, потом уже идем вверх. Мгм. То есть ее как раз ее самую последнюю привезли. Ну, то есть, в целом для тебя никаких сложностей Да нет. тут не составило. Если при наличии бы всех деталей, мы бы могли это раскидать. Конечно. И скидать за сколько? Ну, дня за 4 бы ты сделал, да? Нет. С помывкой дня за 3 точно. За дня за 3 3-4. точно. Все, мы сейчас это все будем упаковывать, отправлять обратно, отправлять ребятам, упаковывать и передавать в транспортную компанию для перевозки. Итак, ребят, всем привет. Мы приехали в гости к ребятам. По технике уже могут понять, что это за парни. Отличные ребята, познакомились с ними сегодня вживую. Это у нас ребята из Combat Crew, Дима и Игорь. Мы приехали помогать им с их трактором. Привет. Это Игорь, да. Отличная погода, замечательная в Санкт-Петербурге. Ребята приготовились к нашей встрече, что очень приятно тоже. Убрались у себя и в гараже, и на территории. Сами себя, честно говоря, не узнаю. Да. Так может быть красиво. Навели порядок. Вот здесь трактор ребят, с которым мы им очень хотим помочь. И сейчас мы приехали сделать очень важную задачу. Это все дело скрестить. Мы новую шестерню, у нас новая ведущая шестерня, и нам ее надо поменять. И сейчас мы все это будем делать. Настрой у нас отличный, боевой, погода шикарная. Так что сейчас будем трудиться, а дальше уже будем показывать, да, что будет дальше. Продолжаем наши труды. До коробки с корпусом сцепления у нас дело пока еще не дошло. И у нас трактор превратился из чего-то похожего там на задний мост колеса уже во все такое разобранное. Тут столкнулись мы, конечно, с некоторыми не очень приятными моментами, но все это посильно, мы все постараемся сделать. И получается, здесь у нас не пошла полуось, мы сняли вместе с чулком, разобрали. В этом месте нам уже получилось выбить полуось, так как здесь был доступ, и мы трубой просто ее пробили. Вот с нами Лешка. Изначально, перед тем, как стали разбирать, сделали дефектовку и обнаружили трещину в корпусе заднего моста. Вот эта трещина.
Она возникла из-за чего, Алексей? Ну, я думаю, что когда забивали полуось, Угу. Разломили. да, разломили. Корпус под замену. Рукава все посмотрим, посадочные места. Будем снимать дифференциал. Посмотрим, что у нас с ломом. В полуоси был люфт шестерен. Вот, набило. Из-за Видно, этого мы да. их выбить не могли. Блин, тут всем миром стучали. Пока мы не знаем, но скорее всего было то же самое. Ну ладно, Набило. давай А тут где мучиться шестерня? не будем. Сама шестерня, я просто покажу на шестерне. Вот она, шестерня, шестерня, да. Это хорошая более-менее, вот. Угу. Отпечатки. Приближу. Это уже с выработкой. Видно, набило. Но это ничего страшного на самом деле. Мы назвали этот проект негласно «Феникс» или «Облой». Так, да. Да, рабочий облой. В общем, мучились мы с ребятами. Разбирали все и приняли решение того, что данный корпус нам не пригодится. И из-за данного дефекта, из-за трещины, он нам не подходит. У нас был план такой, что мы все полностью с этого корпуса снимаем и покупаем новый голый корпус и просто-напросто интегрируем все детали, которые у нас есть, в новый голый корпус. Нашли корпус в сборе, поедем сегодня вечером его смотреть. Вот то, что мы вчера приобрели и довезли. Есть, конечно, вопросы, но самое главное, что здесь нету трещин. Он стоит, ждет легенда канала ребят. ДТшка на японском мощном двигателе. Это вот работяга Володя, Т-30. Здесь трипед. Вот она, легендарная ДТшечка на 300 сил. Легендарная ДТшка. Валит она не дуром. Тоже посмотрите у ребят. Это ЗИЛ. Дима нам рассказал в личной беседе, что они своим ходом на нем доехали до Мурманска. Это очень далеко. Но когда он был не в такой конфигурации, а в стоковом, скажем так, без доработок, в обычном исполнении. Здесь все родное, мотор, все. Так тоже между делом с Димой переговорили. Сказал, что это один из его любимых таких проектов. Одна из любимых машин. Здесь у нас на болотоходных гусеницах основа ДТ. Сверху стоит двенашка. И здесь двигатель шестнарь. Тоже интересный проект. У ребят есть серии на канале. Это у нас пластиковый гоблин. Он полностью весь из пластика. Все здесь кастомное. Эту машину проектировал папа Димы. Это чисто под оффроуд. Доработана здесь подвеска, то есть спроектирована, прям сконструирована инженером для оффроуда. Ну и здесь вот такой вот монстр. Это просто пипец. Она очень огромная. Народное творчество. По проходимости, говорит, просто атас. То есть я могу спокойно вот сесть. Я могу пройти спокойно под ней. Вот это тоже очень интересный проект. Это арктическая машинка, которая с двигателем она отаки. Здесь у нас вот печка. Алюминиевый кузов. Она очень легкая на камерах. Для быстрого перемещения где-то в Арктике. И тут используется от вертолетов для управления закрылками приводная система. То есть тут ведущие колеса сзади. У нас получается вот одно и второе. И как нам Дмитрий объяснил, здесь вот этот узел, вот этот, вон тот. Это от вертолета. Ну, вот это мой фаворит. Разгонялись они на нем 42 км в час, что в 2 раза превышает паспортные данные. Шестерню, наверное, нам главной пары придется поменять и поколдовать над диффером. Вот наш на сегодняшний день объем работы. И хотим подключить еще, подсоединить корпус сцепления и КПП. И отрегулировать вот здесь вот пятно контакта. Так, друзья, третий день.
у ребят, у комбатовцев. Продолжаем сборку их трактора. Пока это все, что есть от трактора в боксе. Вчера день у нас прошел, так сказать, плодотворно, можно сказать и нет, так как мы большое количество работы проделали. Результата особого не видно, и это как-то немножко нас задизморалило. То есть вчера мы прям с утра до вечера тут бесконечно работали, что-то делали. Какой итог? Вчера мы очень много провозились с полуосями. Одну мы использовали, сначала думали, что мы ее будем использовать. Там оказался у нас место посадочное под подшипничек просаженное. И мы брали другую полуось, с нее еле спилили. Вот. Пытались сначала долгое время открутить, не получилось. В итоге пришлось нам распилить ступицу. Ну да бог с ней, ничего страшного, у нас еще есть ступицы. В итоге у нас прикрутились чулки, подшипники запрессовали. Внешние, внутренние подшипники. Дифференциал. У нас он на новой крестовине. Сателлиты не меняли. Да? Мы там поменяли шайбы, да, бронзовые, поменяли крестовину. Главная пара уже стоит наша, которая будет совмещена с нашей шестеренкой, второй маленькой ведущей. В общем, много работали, а результата особо не видно. Но сегодня уже пойдет прям сборка. Мы надеемся, что сборка пойдет прям капитальная, да, Алексей? На самом деле очень большой был выбор между старыми запчастями, то есть по наличию старых запчастей. Ну да, у нас все размеры, все посадочные места просажены, поэтому выбираем из лучшего то, что есть. Ну да, то, что есть. Но у нас было два моста. У нас было два моста, поэтому у нас запчастей в 2 раза больше сейчас получается. Мы уже не то, что только было, а то, что мы еще новое и купили вместе с ребятами. Даже, наверное, не реставрация какая-то, да? А это просто прям тотальное восстановление трактора. Мы, кстати, тут поставили роликовые подшипники, которые держат более лучшую нагрузку. У нас на сегодня какой план, Лешка, с тобой? И с ребятами. Мы сейчас вкидываем все в задний мост, собираем, включая полуоси, все вкидываем. И уже дальше у нас КПП, именно регулируем зазор главной пары, а дальше уже прикручиваем корпус сцепления. И по идее на этом наше, наверное, путешествие сюда закончится. Ребята уже дальше будут. Но посмотрим, не будем загадывать, быстро это или не быстро, легко или нет. То есть тут как все пойдет. Вытаскиваю внешнюю обойму, она просажена, смотрите, она крутится. Вот она шевелится руками. Она просто еще закусила. Ага, вот. Я ее сейчас выбиваю, делаю насечки и ставим на клей момент. На клей поставим на резьбовой. Шуточки такие. А вы шутник, Алексей. Ох, короче, Мы не унываем. парни, да, мы не унываем. Мы по 12 часов, тут по 13, без обеда, с небольшими перекурами, по 12 часов. Просто нон-стоп. Вот 2 моста перебрали задних, ё-моё. Продавец, кто нам этот мост продавал, да, Лех? Я все, говорит, поменял, тут нуль, списечка просто. Ну, ладно, с виду так посмотрели, все нормально вроде. И подшипники-то все помазаны. А когда мы чулки сняли, да, Лех? У него там подшипник вроде как заменен. И с одной стороны заменен, с другой нет. С другой нет, да. С одной стороны намазал, просто вот открыл крышку, кисточкой помазал, закрыл. Да я, говорю, все, тут обслужил, все. Итак, парни, ну что, мы все скидали с ребятками. Все принимали участие активное. У нас уже достаточно все становится похоже на трактор. Эти два узла мы перебрали на базе. И они тут все полностью новые. А задний мост вот мы поплясали, потанцевали, но все сделали, все собрали, все скидали. Все, что зависело от вас, все происходило очень быстро. Да. Да, все, что зависело от нас, и в первую очередь от того, каким был трактор изначально и какими покупались запчасти на Авито, Да. с этим были проблемы. Поэтому дефектовка, полуоси одни, полуоси другие. И это очень сильно тормозило процесс. Первые 2 дня у нас ушло на то, чтобы прицелиться. Да. Сегодня супер ударный день, и вот результат. Да. Сегодня результат отличный. Мы, да, свою работу сделали. Парней оставляем уже наедине с этой, со всей красотой. Они большие молодцы, на самом деле. Энтузиазм и как бы смекалка, подход вообще к делу у ребят классный.
Вообще здесь у них очень круто и уютно. Мы действительно с парнями уже сработались как одна команда. Вот. Но дальше уже они сами будут. Вы смотрите у них на канале развитие этой всей истории. Я думаю, еще чуть-чуть, и это все дело поедет и уже будет покорять оффроуд. В планах уже, да, тот момент, когда вот эта мертвая точка пройдена, дальше уже все, уже мелочевку докупить, поставить. На колеса мы быстро поставим. Движок, я думаю, что тоже быстро поставим. Все будет зависеть от качества его сборки. Но ответственный, да. Да, поэтому оптимизма хватает. Да. Уже на этом моменте он появился и увеличивается. Да, как говорится, дело пошло. Все, парни, дальше продолжайте смотреть жизнь и историю этого трактора у парней на канале. Да. Вот, парням большое спасибо за теплый прием. Все, всем спасибо, до новых встреч. Ура. На нашем канале и на канале парней, да, подписывайтесь на ребят. Если кто еще не подписан, хотя, я думаю, у вас большая аудитория и большинство наших подписчиков уже у вас есть, да. Все, спасибо, все, всем пока-пока.